Привет, меня зовут Вика, и у меня к вам есть очень важный вопрос. Любите ли вы рамен так, как люблю его я? Можете подумать пару секунд, потому что то, что вы увидите сейчас, понять смогут не только лишь все, мало кто сможет это сделать. Пробовали ли вы дошик-бургер или дошик-хот-дог? Я вот нет, при всей своей любви к дошику и рамену в целом. И это не я сама придумала, что-то даже в Pinterest нашла, поэтому сегодня будет даже немножечко эстетики. В общем, сегодня будет много рамена. Не факт, что получится что-то съедобное, но я попробую все. Пробуем самые странные рецепты с раменом. Погнали! Первое было самое простое – завернуть рамен в рисовую бумагу. В Pinterest я очень часто вижу подобное, это очень популярно у азиатских мукбангеров. Готовим рамен как обычно, но без бульона. Рисовую бумагу смачиваем холодной водой, кладем рамен и сворачиваем в конвертик. Есть еще более продвинутый вариант, помимо рамен добавляется сыр или нори, сворачивается и обжаривается в масле с обеих сторон. Начнем с самого обычного. Я, честно говоря, не питаю никаких вообще надежд. Ну, как ни странно, в этом что-то есть, потому что появляется какая-то дополнительная текстура, связующая все это. Обжаренный с нори. Почему-то при обжаривании нори начинает реально какой-то капустный вкус добавлять. То есть не зря она называется капустой морской. Представляете? Там реально появляется какой-то капустный привкус. Ну, мне так кажется. Угу. Это вкусно. Ну и обжаренная с сыром, думаю, что будет примерно то же, что и с капустой. Нужны очень сильные руки, чтобы удержать их в палочках, очень тяжелые. Я почему-то была уверена, что я запарю эту идею и скажу, что оно того не стоит, заворачивать в рисовую бумагу, какой-то бред. Нет, это реально прикольно. Жареная рисовая бумага очень вкусная. Такое ощущение, что вы едите жареные дамплинги, но внутри дошик. Вообще, по факту, так оно и есть. Пробуйте, это прикольно. Второй способ – рамен-дог. Это как хот-дог, только вместо булки рамен. Здесь рамен лучше просто заварить кипятком, не варить его привычным способом, он нам нужен в состоянии аль денте. Сосиску можно как-нибудь симпатично надрезать и обжарить до желаемой степени загара. Воду с рамена сливаем, заправляем всем составляющим пакетиков, добавляем 2 яйца. Я еще везде всегда добавляю зеленый лук. Это опционально. Если кто-то из вас скажет, что это хрючево какое-то, помолчать! Половину смеси выливаем на раскаленную сковороду, сверху плавленый сыр, дальше кладем сосиску и складываем пополам. Ну что, дошик хот-дог готов. Если честно, мне кажется, что это полная фигня и просто какой-то перевод продуктов, потому что я уже чувствую запах яиц. Выглядит это как-то так. Я даже, честно говоря, не знаю, как это есть. О май гад! Пробуем. Этот рецепт выглядел самым аппетитным, когда я готовилась к этому видео. И я думала, что это будет, честно говоря, вкуснее всего, что я сегодня попробую. По факту это просто какой-то супер яичный омлет с разваренной лапшой, сосиской и сыром. Я максимально всеядная, и я Честно сказать, Я утверждаю, что это отстой. Я бы не стала повторять этот рецепт больше. Впереди был рецепт гвоздя программы рамен бургера. По поводу дошек бургера. Я видела на ютубе ролики, где Дима Масленников готовит дошек бургер, Суперстас. Между прочим, такой бургер зарегистрирован как товарный знак неким Кейзо Симамото, который даже бросил свою работу программистом, чтобы посвятить свой блог полностью рамену. И я ощущаю между нами какое-то родство. Здесь так же, как с хот-догом, завариваем рамен, добавляем в него яйца и приправы из пакетиков. Я рекомендую добавить еще тертый сыр. Делим массу на 2 части, жарим с 2 сторон небольшие лепешки. Также нужно обжарить котлету для бургера с 2 сторон. И желательно делать это под прессом, чтобы получилась плоская котлетка, а не пузатая котлета из школьной столовки. Собираем бургер. Булочка, лепешка из рамена, листья салата, котлета, лук, сыр, маринованные огурчики, помидор и вторая булочка-лепешка. Можете, конечно, добавить еще соус, но, забегая вперед, мне и без него было норм. Ну что, пора пробовать. Честно говоря, выглядит не так уж и плохо. Хочу сказать, пахнет очень хорошо. Я так надеюсь, что это опять не будет на вкус как омлет. Самое главное правило, если вы едите какие-то холестериновые бляшки, очень важно запивать их кока-колой зеро, потому что тогда, конечно же, все становится безвредным. Блин, у меня так распушаются мои волосы, извините. Я открыла окно, чтобы проветрить тут.
Представляете, это вкусно. Ну, это реально вкусно. Если бы это продавалось в какой-то сети фастфуда, я периодически бы это покупала. Я в шоке. Я была уверена, что я сейчас очень сильно разочаруюсь. Конечно, тут очень важно, чтобы сама котлета была вкусная. Это уже 90% успеха. Бургер не кажется сухим. Вы видели, что я не добавляла дополнительно никакой соус, только сыр. И благодаря тому, что наши так называемые булочки из рамена мягкие и сочные, они не сухие. Весь бургер в целом тоже не сухой. Если хот-дог рамен я вообще никому не рекомендую ни за что повторять, потому что такая фигня получилась, то это правда вкусно. Я сама не ожидала и не верила, что так будет. Это, пожалуй, самое вообще странное, что я когда-либо делала вообще в своей жизни. Потому что я больше всего, наверное, не люблю переводить продукты. Но мы делаем шоколад с дошираком. Поэтому я написала своему другу чату GPT, который мне, в общем-то, сказал, что да просто смешай молочный шоколад с дошиком, да и все. Это я и сделаю сейчас. В общем, что нам нужно сделать? Растопить шоколад на водяной бане, либо в микроволновке. Я буду это делать в микроволновке. Покрою формочку дубайского шоколада слоем тонким шоколада, поставлю в морозилку на несколько минут. Тем временем вторую партию шоколада растоплю также в микроволновке. Добавлю туда измельченную лапшу быстрого приготовления. Это важно, не для варки. Так сказал чат GPT, я ему доверяю. Больше, чем себе даже в каких-то ситуациях. Не та, которая для варки, а та, которая заваривается кипяточком. Короче, нужно эту мешанину залить еще сверху растопленным шоколадом и убрать в морозилку или в холодильник на несколько минут. Можете затемперировать шоколад, но мне было лень ради дошика заморачиваться. Мне не хватило шоколада, скажу честно, но заказывать третью плитку шоколада ради шоколадки с дошиком — это выше моих сил и ниже моих принципов. Смотрите, какое. С каждым днем мы все дальше от Бога. Короче, это вкусно. Я даже не знаю, в чем большая проблема, в самих этих рецептах или в том, что мне почти все заходит. Это очень похоже на ореховую крошку. При этом нет орехового вкуса. Если среди вас есть мамонты, они вспомнят шоколадку с ударушкой. Зачем она там была? С изюмом и с фундуком? Местный олигарх. Теперь, если в мире начнется какой-то жесткий дефицит орехов, мы знаем, что в шоколадке можно использовать вместо них. Уж не знаю, взяли ли вы на вооружение какой-нибудь из сегодняшних экспериментов, но надеюсь, вам было весело смотреть это видео. Если так, поставь лайк, оставь свой комментарий. Кстати, поделитесь в комментариях своим самым любимым раменом. Мой, например, вот этот, я его обожаю. Есть острый и не острый. Если не пробовали, попробуйте, потому что она очень сильно отличается по своей структуре, даже от пультака, потому что она более какая-то толстая, вязкая. Это топ. Обязательно подписывайтесь на мой канал. У меня 8 июля будет день рождения, и я поставила себе такую мини-цель набрать 1000 подписчиков, первую 1000 подписчиков к 8 июля. Поэтому, пожалуйста, сделайте мне такой маленький для вас и такой огромный для меня подарок на день рождения. Подпишитесь на мой канал. Я очень надеюсь, что к 8 июля у меня получится набрать первую 1000 подписчиков. Нормально, короче, у нас есть еще время. Всем спасибо за просмотр, хорошего вам настроения, приятного аппетита. Всем пока!